Здравствуйте! Кто еще не знает, меня зовут Сергей Новиков. И сегодня я выступаю перед вами в качестве человека, который принимал участие в создании Бакамайзера «Свое место Кайфун 5». На форумах в интернете меня долго и упорно просили сделать этот обзор, и я зачем-то согласился. На Кайфун 5 уже создана масса обзоров на разных языках профессиональными обзорщиками. Зачем нужен еще один в моем исполнении, я не знаю. Я буду как минимум не объективен в оценке, потому что я производитель, это мое детище, и я его буду только хвалить. Чтобы хоть немного было интересно, я постараюсь в процессе этого обзора рассказать о тех вещах, о которых еще не рассказали другие обзорщики. Может быть, что-то они не заметили, может быть, что-то не сочли достойным упоминания. Но я постараюсь максимально подробно показать и рассказать о каждой детали, из которой состоит Кайфун 5, для чего она нужна и почему она именно такая, какая есть. И, конечно, распаковка, сборка, разборка, обслуживание, заправка, регулировка и все остальное, без чего уже давно не обходится ни один обзор, ни одного устройства для вейпинга. Поэтому приготовьтесь к долгому, нудному и крайне субъективному обзору Бакамайзера «Свое место Кайфун 5». Итак, начнем. Кайфун поставляется вот в такой картонной коробке размером 5 на 8,5 на 2,5 см. На передней стороне коробки находится логотип компании «Свое место», по бокам располагается надпись «Свое место». Сзади находятся данные о производителе: SMTech GmbH, его почтовый адрес и адрес интернет-сайта. Слоган «Designed in Russia, made in Germany», что переводится как «разработано в России, сделано в Германии». Логотип FSC, то есть Forest Stewardship Council, лесной попечительский совет, и означает, что сырье, использованное при производстве этой упаковки, легально, а при заготовке древесины применялись методы устойчивого лесопользования. Права работников, местных жителей и коренных народов были соблюдены. Также есть логотип CE, аббревиатура Communauté Européenne, что в переводе с французского «Европейский Союз». Эта маркировка подтверждает соответствие продукции всем европейским стандартам, обеспечивая ее свободное передвижение на общем рынке Европейского Союза. Сверху и снизу коробка заклеена стикерами контроля вскрытия, подтверждающими, что данный продукт является на 100% подлинным. На верхнем стикере находится логотип компании «Свое место», на нижнем – логотип продукта Кайфун 5. Давайте откроем коробку и посмотрим, что внутри. Внутри находятся две коробочки размером 2,5 на 2,5 на 8,5 см. Надписи и обозначения на этих коробочках точно такие же, как и на большой коробке. В первой коробке находится Бакамайзер Кайфун 5 в сборе с металлическим телом. Во второй коробке находится краткая инструкция по эксплуатации на английском языке, стеклянное тело и пакетик с запасными о-рингами и винтиками. Кайфун 5 состоит из трех основных частей. Крышка с мундштуком, бак с металлическим телом, которое можно заменить на стекло, и непосредственно само тело Бакамайзера с 510 коннектором. Хочу обратить ваше внимание на то, что в процессе эксплуатации вам не нужно будет разбирать эти три части на более мелкие детали. Если вы решили помыть свой Кайфун, просто разберите его на вот эти три части – крышка, бак и тело – и промойте под проточной водой. Нет никакой необходимости для промывки разбирать каждую часть до последнего винтика, изолятора и о-ринга. Перед сборкой на производстве все детали отмываются в ультразвуковых ваннах,
и перед первой эксплуатацией достаточно просто сполоснуть под проточной водой крышку, бак и тело. Я понимаю, что у всех разные отношения к личной гигиене, но если вы все-таки решили промыть каждую деталь отдельно, будьте особо внимательны, чтобы в процессе промывки не смыть их случайно в раковину. А теперь я сделаю то, что только что не советовал делать. Разберу Кайфун 5 до последнего винтика, и мы посмотрим, из каких деталей он состоит, для чего каждая деталь нужна, как она выглядит и почему она выглядит именно так, а не иначе. Я распечатал схему, на которой нарисованы все детали, и давайте положим каждую деталь на свое место. Давайте добавим сюда запасные о-ринги и винтики из пакетика. Давайте теперь начнем собирать Кайфун 5, начиная сверху и рассматривая каждую деталь. Для простоты я буду называть детали по тем номерам, которым они обозначены на схеме. Ссылку на эту схему я размещу в описании этого видео. Мундштук состоит из 4 деталей. Деталь 27. Верхняя часть мундштука. Материал ПОМ, он же Delrin, он же полиформальдегид. Эта деталь сделана из пластика для того, чтобы мундштук был термобезопасный. Если вы парите на большой мощности, то бак может довольно сильно разогреться, а пластиковый загубник мундштука не позволит вам обжечься. Также пластиковый загубник поможет вам уберечь в целости эмаль зубов при парении за рулем на наших дорогах. Такие пластиковые загубники в будущем будут разных цветов, размеров и форм. Деталь 26. Нижняя часть мундштука. Материал – нержавеющая сталь марки 316L. Собственно, все металлические части сделаны из нержавеющей стали марки 316L. На данной детали мы видим гравировку с логотипом компании «Свое место». Детали 24 и 25 – уплотнительные о-ринги. Материал – NBR, он же бутадиен-нитрильный каучук. Собственно, все о-ринги сделаны из этого материала. Уплотнительные о-ринги на мундштуке нужны для того, чтобы мундштук плотно входил в крышку и не болтался. Надеваем о-ринги на нижнюю часть мундштука. Накручиваем верхнюю часть мундштука. Мундштук готов. Посадочное место у мундштука стандартное, и при желании его легко можно заменить на любой другой 510 мундштук, какой вам больше нравится. Теперь крышка. Состоит она из крышки, деталь 23, и 2 о-рингов под номером 21 и 22. Маленький о-ринг номер 21 вставляем внутрь крышки. Он нужен для герметичного соединения между крышкой и шахтой испарительной камеры. Большой о-ринг номер 22 надеваем на резьбу крышки снаружи. Он нужен для герметичного соединения крышки с баком. Верхняя часть крышки имеет стандартное отверстие под 510 мундштук. На верхней части крышки отфрезерованы 4 небольшие плоскости. Это сделано для удобства откручивания и закручивания крышки, чтобы не скользили пальцы. На резьбе крышки мы видим 2 отфрезерованные плоскости. Они нужны для того, чтобы в процессе закручивания крышки внутри бака не создавалось избыточного давления. При закручивании крышка входит в бак, и через эти прорези из бака выходит воздух, выталкиваемый крышкой, а герметичность бака и крышки обеспечивает о-ринг номер 22 уже на последнем витке резьбы. Если бы этих прорезей не было, то после закручивания крышки в баке было бы избыточное давление, и после открытия подачи жидкости это давление вытеснило бы в испарительную камеру избыточное количество жидкости и мог бы произойти перелив. Высота резьбы подобрана таким образом, чтобы при надевании крышка сначала становилась внутренним о-рингом на шахту испарительной камеры и таким образом центрировалась, а потом с легким нажатием уже закручивалась в бак. Бак. Бак состоит из 5 деталей. Деталь номер 16. Это нижняя часть бака, совмещенная с испарительной камерой. В нижней части мы видим отверстие, через которое жидкость поступает из бака в испарительную камеру.
Как это происходит и как регулировать подачу жидкости, мы рассмотрим чуть позже, когда полностью соберем кайфун. На испарительной камере мы также видим гравировку с логотипом «Свое место». Деталь 18. Средняя часть бака. В комплекте идет две средних части, одна металлическая, одна из кварцевого стекла. На металлической части опять видим гравировку с логотипом компании «Свое место», а через стеклянное тело отлично виден логотип на испарительной камере. Объем бака со стеклянным телом 4 мл, с металлическим телом 5 мл. Будет еще один металлический бак, пузатый, с увеличенным объемом. Визуально он будет напоминать такой же пузатый бак, как уже есть для кайфуна мини-версии 3. Деталь 20. Верхняя часть бака. На верхней части этой детали мы видим скошенные края. Если при заправке жидкость попала на эти края, то при закручивании крышки она стечет в бак, а не выдавится наружу. В нижней и верхних частях бака есть пазы, куда вставляются о-ринги 17 и 19. Обратите внимание, что эти два о-ринга не нужно смазывать. Они должны быть сухие и не проскальзывать. Сборка бака осуществляется очень просто. Средняя часть бака располагается между нижней и верхней. Накручиваем верхнюю часть бака на нижнюю по резьбе на шахте испарительной камеры, таким образом стягивая все три детали вместе. О-ринги при этом выполняют функцию амортизатора между этими деталями, чтобы не повредить стекло, и обеспечивают герметичность всего бака. Закручивать бак нужно туго, но аккуратно. Тело бакомайзера. Оно состоит из 11 деталей. Площадка бакомайзера номер 9, центральный пин номер 6, плюсовая стойка номер 13, два изолятора 7 и 12, 4 о-ринга 5, 8, 10 и 11, два винта для крепления спирали 14 и 15. Наденем 3 о-ринга на площадку. Нижний о-ринг номер 8 нужен для уплотнения контакта площадки и кольца регулировки воздуха, чтобы это кольцо сидело плотно и не болталось. О-ринг номер 10 обеспечивает герметичность между нижней частью площадки и телом бака и не позволяет жидкости протечь вниз, к отверстиям забора воздуха. О-ринг номер 11 обеспечивает герметичность между верхней частью площадки и телом бака и не позволяет жидкости протечь вверх в испарительную камеру. Жидкость из бака поступает как раз между этими двумя о-рингами через прорезь в площадке и дальше вверх, через 4 отверстия непосредственно в испарительную камеру. Ширина прорези и диаметр этих отверстий достаточны, чтобы по ним без проблем проходила даже самая густая жидкость с максимальным содержанием глицерина. Деталь номер 12. Изолятор плюсовой стойки. Материал – пик, он же полиэфирофиркетон. Имеет характерный бежевый цвет. Это тугоплавкий пластик, температура плавления которого больше 340 градусов, что особо важно для данной детали, так как она располагается в непосредственной близости от нагревательной спирали. Этот изолятор имеет по краям небольшие бортики, которые не дают плюсовой стойке смещаться в сторону и предотвращают таким образом короткое замыкание. Вставляем этот изолятор в площадку. Деталь номер 13. Плюсовая стойка. Устанавливаем ее на изолятор. Деталь номер 6. Центральный пин. Эта деталь скрепляет всю конструкцию тела и служит воздуховодом, через который воздух подается снаружи в испарительную камеру на спираль и является плюсовым контактом, контактируя снизу с винтом 510-го коннектора, а сверху с плюсовой стойкой. Воздух поступает в эту деталь снаружи, через 3 отверстия и поднимается вверх по шахте воздуховода. Обратите внимание, что шахта воздуховода не сквозная, и у конденсата нет возможности напрямую протечь на винт 510-го коннектора. О-ринг номер 5 и изолятор номер 7 надеваются на центральный пин и служат электрическими изоляторами между плюсовым центральным пином и минусовой площадкой. О-ринг номер 5 также обеспечивает герметичность между телом бакомайзера и коннектором и не позволяет конденсату протечь в коннектор. Для установки центрального пина нужно воспользоваться пассатижами с тонким носиком
или, как в моем случае, шестигранным битком на 5 мм. Вставляем центральный пин в площадку и вкручиваем его в плюсовую стойку, стягивая таким образом всю конструкцию вместе. Осталось установить винты для крепления спирали. Обратите внимание на форму площадки. Плоскость, в которой устанавливается спираль, немного приподнята над отверстием воздуховода. Это сделано для того, чтобы после установки спирали ее не надо было слишком поднимать вверх. Уже имеется достаточное пространство для качественного обдува. Также это дает возможность для установки дополнительных вставок в воздуховод для более тугого обдува. Более подробно о площадке для крепления спирали мы поговорим, когда будем устанавливать спираль. Теперь поговорим о регулировке воздуха. Деталь номер 4. Кольцо регулировки воздуха. С двух сторон этого кольца мы видим прорези, через которые воздух поступает внутрь. Поворачивая кольцо и совмещая эти прорези с отверстиями в площадке, можно получить разную степень обдува. Давайте посмотрим внимательнее на эти отверстия в площадке. Их 13 штук. Самой тугой затяжке соответствуют вот эти два маленьких отверстия с двух сторон, дающие в сечении воздухозабор, эквивалентный диаметру воздуховода 1,8 мм, такой, как в Кайфуне Light Plus, Кайфуне версии 3 и Кайфуне версии Mini 2.1. Следующие три отверстия, два с одной стороны и одно с другой, дают в сечении воздухозабор, эквивалентный диаметру воздуховода в 2,2 мм, такой, как в Кайфуне версии 4 и Кайфуне Mini версии 3. Следующие четыре отверстия, по две с каждой стороны, дают в сечении воздухозабор, эквивалентный диаметру воздуховода 2,7 мм, такой, как в Кайфуне версии 4 с установленным 4S кит. И четыре самых больших отверстия, по две с каждой стороны, дают максимальный обдув диаметром 3,2 мм. Деталь номер 3. Площадка 510 коннектора. На боковых гранях этой детали мы видим точки. 1, 2, 3, 4, снова 1, 2, 3, 4. Эти точки соответствуют степени обдува. Одна точка – самый тугой обдув, 4 точки – самый легкий. При сборке нужно правильно спозиционировать эту деталь. Делается это так. Находим на площадке самое маленькое отверстие. Надеваем кольцо регулировки воздуха так, чтобы прорезь в кольце была напротив этого маленького отверстия. Вставляем площадку так, чтобы напротив прорези в кольце оказалась грань с одной точкой. Вставляем изолятор номер 2 и вкручиваем центральный винт номер 1. Как регулировать подачу воздуха, мы рассмотрим позже, когда установим спираль и смажем о-ринги. На нижней части мы видим гравировку с логотипом компании «Свое место», ключ продукта и серийный номер. На специальной странице на нашем сайте по ключу и номеру можно проверить подлинность изделия. Ссылку на эту страницу я размещу в описании к этому видео. Все три основные части – крышка, бак и тело – снова собраны. Теперь их можно сполоснуть под проточной водой и просушить. Мы видим, что у нас на схеме остались еще о-ринги и винтики из запасного комплекта. Посмотрим, какие они и сколько их. По одному запасному о-ринге для крышки и мундштука номера 21, 22, 24 и 25. По одному запасному о-рингу для бака номера 17 и 19. Один запасной о-ринг для центрального пина номер 5. По два запасных о-ринга номера 8, 10 и 11 для площадки. Это самые важные о-ринги, от которых зависит герметичность. На них приходится основная нагрузка и трение, поэтому в запасном комплекте их по 2 штуки.
4 винтика для крепления спирали. 2 длиной 4 мм для обычных спиралей и 2 длиной 5 мм для толстых спиралей. Обратите внимание, что эти длинные винтики нельзя вкручивать до конца, если у вас не установлена спираль. Они будут упираться в изолятор и могут его повредить. Используйте длинные винты только для установки толстых спиралей. Теперь давайте намотаем и установим спираль. Я буду делать спираль из нехромовой проволоки 0,3 мм диаметром. 5 витков на оправку диаметром 2,5 мм. Вы можете сделать любую спираль, которая вам нравится. Теперь нам нужно установить спираль на площадку. Обратите внимание на эти Г-образные стойки на площадке. Они сделаны для облегчения установки спирали. Выкручиваем винты крепления так, чтобы шляпки винтов были над этими Г-образными стойками. Заводим проволоку между ножкой винта и стойкой. Конец проволоки можно пропустить с другой стороны винта между винтом и стойкой, а можно завести его в прорезь стойки, как вам будет удобнее. Если спираль слишком широкая или проволока толстая, то можно просто завести ее с обеих сторон через прорези в стойках. Теперь закрутим винт и прижмем проволоку шляпкой винта к площадке. Повторим процедуру с противоположной стороны. Удаляем торчащие концы проволоки с боковых сторон. Обратите внимание, чтобы концы проволоки не выступали за границы площадки. Это приведет к короткому замыканию, когда испарительная камера будет надета. Выровняем и прокалим спираль. Вставим и уложим вату. Смочим вату жидкостью. Все работает. Теперь перед сборкой обязательно нужно смазать о-ринги жидкостью. Смазываем те о-ринги, которые участвуют в движении и трении. Снимем кольцо регулировки воздуха, чтобы добраться до о-ринга номер 8. Смазываем все 3 о-ринга площадки. Надеваем обратно кольцо регулировки воздуха, следя за правильным совмещением отверстий воздуховода с площадкой коннектора. Вкручиваем винт 510 коннектора. Как видим, теперь кольцо двигается намного свободнее и плавнее. Не забудем смазать 2 о-ринга на крышке. Накручиваем бак до конца. Несколько раз откручиваем и закручиваем бак до тех пор, пока движения не станут плавными. Если ходит туго, еще раз смазываем о-ринги. Теперь настало время залить в бак жидкость. В верхней части бака есть для этого очень много места, и делать это можно даже из ведра. Собственно, я так и заправляю через край из 150 мл бутылки. Накручиваем крышку. Опускаем крышку. Она
встает на O-ring, с легким нажатием накручиваем крышку. Осталось открыть подачу жидкости и отрегулировать подачу воздуха, и можно пользоваться. Подача жидкости открывается путем откручивания бака. Как мы видим, в закрытом состоянии отверстия для подачи жидкости из бака в испарительную камеру перекрыты. Когда мы начинаем откручивать бак, эти отверстия постепенно открываются, и через них жидкость может поступать из бака в испарительную камеру. Для того, чтобы полностью открыть подачу жидкости, необходимо выкрутить бак на 2 полных оборота. Если продолжать откручивать дальше, то через какое-то время мы просто открутим бак, и жидкость вытечет. Поэтому 2 полных оборота совершенно достаточно. Ориентироваться можно по логотипу на испарительной камере или на металлическом теле бака. Для густых жидкостей с большим содержанием глицерина можно открывать подачу на 2 оборота. Для менее густых достаточно 1 или 1,5 оборотов. Я использую жидкость с соотношением глицерина и пропиленгликоля 50 на 50 и открываю подачу жидкости на 1/4 оборота. Этого вполне достаточно, чтобы необходимое количество жидкости вступало в испарительную камеру и при этом не возникало перелива. Теперь посмотрим, как происходит регулировка подачи воздуха. Обратите внимание, что регулировка подачи воздуха возможна только когда подача жидкости открыта минимум на 1/4 оборота. Поднимаем кольцо регулировки воздуха вверх, поворачиваем его так, чтобы совместить прорезь на кольце с той гранью на коннекторе, на которой нанесено нужное нам количество точек. Например, я хочу поставить самую тугую затяжку. Значит, нам нужно найти грань с одной точкой. Позиционируем прорезь кольца над этой гранью и опускаем кольцо. Хотите более легкую затяжку? Поднимаем кольцо, поворачиваем его до грани с 2 точками, опускаем кольцо. И так далее. Все быстро и просто. Если вам нужно поменять спираль или вату, а в баке еще есть жидкость, то ее не обязательно сливать. Достаточно перевернуть кайфун мундштуком вниз и в таком положении открутить и снять бак. Жидкость из бака при этом никуда не выльется, а у вас будет возможность заменить спираль и вату. Обратная сборка должна быть произведена в таком же положении мундштуком вниз. Наш кайфун готов к работе, давайте попарим. Сейчас у меня стоит самая тугая затяжка. 1 точка, 1,8 мм. Сделаем затяжку посвободней. 2 точки, 2,2 мм. Сделаем затяжку еще свободней. 3 точки, 2,7 мм. Теперь самая свободная затяжка. 4 точки, 3,2 мм. Я люблю тугую затяжку, и для меня даже самая тугая настройка на 1,8 мм слишком легкая. Я люблю потуже. Как получить более тугую затяжку? Есть 2 пути. Первый путь – это еще больше перекрыть забор воздуха. Для этого нам на самой тугой затяжке нужно немного приподнять кольцо регулировки воздуха и в таком положении парить. Кольцо регулировки частично перекроет отверстие для забора воздуха на площадке, и затяжка будет более тугая. Но это не лучшее решение. Намного лучше это установить в воздуховод специальную вставку, которая сужает сопло обдува под спиралью. Такие вставки продаются отдельно. В комплект входят 3 вставки с разными диаметрами отверстий для обдува. 1,6, 1,4 и 1,2 мм. Вот так они выглядят. Давайте вернемся в клоузап и установим такую вставку. Итак,
Вот 3 наши вставки. Самое большое отверстие на 1,6 мм. Поменьше на 1,4 мм. Самое маленькое на 1,2 мм. Держатся эти вставки внутри воздуховода благодаря своей цанговой форме. Сидят плотно и не болтаются. Просто вставляем эту вставку в воздуховод. Как выбрать, какой диаметр обдува вам больше подходит для тугой затяжки? Вставьте вставку на 1,6 мм, не устанавливая спираль и не заправляя бак, соберите кайфун и проверьте, достаточно ли тугая затяжка получилась. Если нужно туже, выньте вставку на 1,6 мм и вставьте на 1,4 мм. Соберите, попробуйте. Если нужно еще туже, поставьте вставку на 1,2 мм. Когда подобрали нужный диаметр обдува, можно устанавливать спираль и заправлять бак. Лично я остановил свой выбор на вставке диаметром 1,2 мм. Для меня это как раз та самая тугая затяжка, которую я люблю. Возвращаемся наверх. В использовании вставок для тугой затяжки есть и плюсы, и минусы. Минусов я вижу 2. Первый минус. Когда в воздуховод установлена такая вставка, то нет возможности регулировки подачи воздуха. Как бы мы теперь не крутили кольцо, затяжка так и останется тугой. Второй минус. Для установки и снятия такой вставки придется снимать спираль и устанавливать ее заново. Плюсов я вижу тоже 2. Первый плюс – это возможность установить действительно комфортную для вас тугую затяжку. Второй плюс – с такой вставкой мы получаем больше вкуса и пара из-за увеличения скорости обдува через тонкое сопло. Нужны ли вам такие вставки, я не знаю. Если вы любите свободную затяжку, точно не нужны. Если любите особо тугую затяжку, могут пригодиться. Вот как парит мой Кайфун 5 со вставкой на 1,2 мм. Любители навала могут установить жирную спираль и выдувать облака на полностью открытом обдуве. Для эксперимента я поставил Clapton Coil, и вот как это выглядит. И напоследок несколько советов. Если вы часто меняете мундштук, смажьте на нем оринги. Если хотите, чтобы мундштук сидел плотно и не прокручивался, не смазывайте. Соблюдайте правильную последовательность сборки. Сначала собирается бак, а потом уже накручивается на тело. Если сначала накрутить на тело испарительную камеру, а потом установить стекло и верхнюю часть бака, возникнут проблемы с откручиванием бака. И вместо откручивания бака будет откручиваться верхняя часть бака. Если у вас что-то не откручивается, ни в коем случае не используйте инструменты типа пассатижей или тисков. Достаточно взять кожаные или резиновые перчатки. Если вы не можете раскрутить бак, возьмите его в перчатке за нижнюю часть, в верхнюю вставьте пинцет и раскрутите. Если не можете открутить бак от тела, то сначала раскрутите бак, снимите стекло и после этого с помощью перчаток открутите бак. Если после накручивания на батарейный блок Кайфун немного болтается, значит нужно подтянуть винт 510 коннектора. Открутите Кайфун от батарейного блока и аккуратно подтяните винт отверткой, не прилагая чрезмерного усилия. Кольцо регулировки воздуха имеет небольшой свободный ход. Это сделано специально для облегчения регулировки обдува. Если бы кольцо сидело плотно, было бы намного труднее попасть им на площадку коннектора при регулировке воздуха. Закрывайте подачу жидкости, если долго не используете Кайфун или если возможны перепады атмосферного давления или температуры. Например, если летите на самолете или едете на машине через горный перевал, если входите с тепла на мороз и обратно. Это поможет вам избежать ненужных протечек. А на сегодня все. Надеюсь, что было не очень скучно. С вами был Сергей Новиков. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.
И пусть у вас все будет на своем месте.